Приветствую, друзья! Давно собирался снять это видео, ну и наконец собрался. Есть у меня один, очень уловистый воблер из класса шедов. Кто следит за каналом, конечно, сразу узнает. Это бета-шед от Pantun 21. Воблер реально очень и очень хорош, ну и просто выкашивает щуку по мелякам. Кстати, кому интересно, на канале есть подробный обзор о нем. Так вот, воблер всем хорош, но обладает очень неприятным недостатком, с которым, к сожалению, приходится мириться. А именно, это его тонкая и слабая лопатка, которая периодически ломается. К сожалению, от нее отказаться тоже нельзя, поскольку во многом именно она и задает тот интересный алгоритм движения приманки под водой, который, в общем-то, и соблазняет хищницу. Но, однако, починить эту лопатку тоже довольно просто, и мы этим сейчас займемся. Для этого нам понадобится минимум материалов. Во-первых, нужен эпоксидный клей. Я купил вот такой, называется он Куда. Холодная сварка, эпоксидный, двухкомпонентный и прозрачный. Во-вторых, нужен кусок материала для изготовления самой лопатки. Я для этого купил стеклотекстолит FR4 толщиной 0,5 мм. Также вам понадобится острый канцелярский нож, пилка по металлу, наждачная бумага, ну и несломанный воблер, с которого мы, собственно, и возьмем размер лопатки и по которому сможем выставить угол лопатки на сломанном экземпляре. У кого нет целого воблера для использования как шаблон, шаблоны лопаток с размерами я выложу в своем телеграм-канале. А угол наклона можно взять с распечатанной картинки, то есть распечатать на принтере картинку воблера и расположить на столе, сверху положить свой сломанный воблер и угол взять с этой картинки. Вот, кстати, мои сломанные бета-шед всех возможных размеров. Тут и 63, и 75, и 83. Посмотрите, лопаты у них сломаны идентично. Они все сломаны у основания. Поскольку это самое тонкое место, тут оно и ломается. Сначала мы делаем шаблон лопасти из бумаги по целому воблеру. Делается для того, чтобы потом этот размер можно было немножко увеличить, поскольку часть лопасти зайдет внутрь болванки. Собственно, затем мы переносим этот размер уже на стеклотекстолит с небольшим запасом у основания и пробуем вырезать. Вырезать лопасть из стеклотекстолита можно обычными ножницами, а края уже потом подогнать наждачной бумагой. После того, как мы вырезали, берем воблер и делаем пропил или прорез, кому как удобней. Можно это делать ножом, хоть пилкой. Делается это в том месте, где находится лопасть сломанная. Особо глубокую эту канавку сделать не получится, поскольку упретесь в носовую петлю. Она там как раз в этом месте и проходит и пересекает направление лопасти. Особенно это касается младшей модели, у старших это расстояние больше. Собственно, нам особо глубоко и не надо. Дальше начинается самое интересное. Хорошенько смешиваем двухкомпонентный клей. И наносим его на болванку воблера в том месте, где мы пропилили.
Затем в этот пропил вставляем подготовленную лопасть. Ждем примерно 5 минут. Все зависит от температуры. Иногда это чуть быстрее, иногда чуть медленнее. Примерно выставив лопатку. И ждем, собственно, когда клей начнет набирать прочность. И затем, когда наступит этот момент и клей начнет уже густеть, тут уже подгоняем правильное положение лопатки, угол наклона, ну и, в общем, общую симметрию. В этом нам, конечно, сильно поможет несломанный экземпляр, по нему, собственно, все это и делаем. Но в целом нам никто не запрещает поиграться с углом лопасти. Может, вы захотите с помощью этого добиться другого заглубления. То есть делаем угол острее, воблер начнет заглубляться глубже, либо наоборот, можем сделать его совсем подповерхностным. После того, как клей застынет, можно добавить еще немного клея в районе основания лопасти. Поскольку это самое такое уязвимое место, личная прочность тут не помешает. Вот такой результат у нас получился. Делали, в общем-то, все на скорую руку, поэтому можно финально подогнать лопасть уже в таком положении наждачной бумагой, сделать ее более красивой, и отправляться ловить своих трофеев. Если видос вам зашел, поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы быть в курсе новостей. Берегите себя, всем счастливо, всем пока.